Мы приехали, первый пункт остановки это Михайловская. Но это, собственно, не совсем Михайловская. Здесь музейный комплекс. Деревни адаптированные. А до Михайловского еще где-то 1,5 километра. Вот в том направлении. Сейчас туда пешочком пойдем. И там посмотрим основную усадьбу. Всем, кто не был здесь ни разу, поясняем, что везде все платное, потому что везде с экскурсиями водят по самим усадьбам. По территории можно походить ножками. Сейчас осень. У нас сегодня какое? 10-е? Глубокая осень. 9. Еще 2 недели назад здесь было зелено. Лично у меня с этими местами связаны разные детские воспоминания, юношеские. Лет так 35-40, я бы даже сказал, назад. Мы сюда приезжали с классом. Я тогда учился в литературной школе. Я не помню точно год. 86-й, может быть. Здесь прошел ураган мощный. Вот здесь такая выставка. И ураган повалил здесь много деревьев. Большие беды принес. И музеи и усадьбы с удовольствием принимали любую помощь. А у нас были с ними, ну как у нас, у школы, у людей, которые у нас работали, были с ними какие-то там отношения. И нас попросили приехать помочь. И мы здесь жили, по-моему, 2 недели. Расчищали аллейки. Музейные усадьбы все были закрыты. И в то время здесь не было ни гостиниц таких вот прям туристических, не было инфраструктуры, то, что сегодня называется. Люди в основном приезжали на автобусах на Пушкинские горы, прямо рядом с автобусной остановкой. Природно-заповедник Михайловская. Прямо рядом с автобусной остановкой ходили тетечки-дядечки, и они предлагали жилье. И народ заселялся в частный сектор. Но мы, так как у нас была типа организованная группа, мы жили прямо в Святогорском монастыре. При монастыре есть, я не знаю, общежитие. Там не только монахи останавливаются, не только послушники. И мы там жили и ходили пешочком сюда работать. Вот такие воспоминания. Честно, очень мало помню. Из всего, наверное, увижу, вспомню, но много времени прошло, и мы, собственно, сюда приезжали не красоты смотреть, а реально работать. Потому что это рубили, оттаскивали, помогали взрослым как могли. С главным удовольствием. Нас за это водили по всем приусадебным хозяйствам, в том числе мы были в разных подсобных помещениях, в которых обычно люди не ходили, может быть, сейчас ходят. Да, стоит отметить, что все, что сейчас здесь на территории, это все, как сейчас говорят, новодел. Восстановленное, конечно же. Оригинальных домиков, оригинального хозяйства не сохранилось. Был пожар, потом в годы Великой Отечественной войны нацистская армия тут останавливалась, немножечко повандальничала, все тоже было разрушено до основания. Вот, но восстановлено красиво, хорошо. Создает атмосферу. Внутри есть, да, реальные исторические вещи, артефакты того времени. Вот, но, конечно же, главная достопримечательность этих музеев — это экскурсоводы. Мы очень надеемся, что нам попадется хороший, знающий экскурсовод. Мы не будем его смущать, снимать его не будем. Опять-таки, в мою бытность, когда я здесь был в молодости, здесь была плеяда еще старых, очень энтузиастских людей, которые прямо болели этим местом. Это у нас 44-й год. Ранены войны.
Идея сделать заповедник была чудесной. Его начали организовывать при советской власти еще в 20-е годы, в начале 20-х. Когда поняли, что надо сохранять, что Пушкин наше все, помните это просто, да? Ну, а, соответственно, Подмихайловская, попали и Тригорская, Петровская и вообще весь регион. Ну вот, а мы идем по дорожке, еще минут 10 идти, подойдем, еще немножечко сниму. Вот оттуда мы пришли. Возможно, мы сделали какую-то ошибку с точки зрения коммуникации. Надо было подъезжать к Михайловскому. Не знаем, сейчас узнаем, подойдя к усадьбе. Здесь старое какое-то хранение, кроме слова имени Крюков, я не вижу. В интернете наверняка все есть про это дело. И вот здесь начинается хозяйство. Церквушечка небольшая. До этого дорожка была прям по лесу. А здесь вот они ровненькие. Уже появляются цитаты нашего всего. И вот туда мы двигаемся. Мы еще не дошли до усадьбы. Мы когда сюда ехали на машине из Питера, больше 6 часов с пробками, мы задавались вопросом, как занесло сюда людей из просвещенного Петербурга и Москвы. Да ладно, фиг с ним с просвещенным. Как вообще люди, почему выбрали вот это место, почему здесь именно построили свои домики? Ну, то есть Россия огромна, необъятна, особенно на тот момент. До суда, опять-таки мы вчера рассуждали, что на лошадях, неспешным, так сказать, ходом, несколько добрых дней, а то может и неделю поездки. И неужели не было уединенного уголка или красивой природы, или чего они там? Или это какие-то вот прям исторические наследные земли от предков, которые достались и которые холились и велелись и передавались из поколения в поколение, поэтому, соответственно, и продолжали на них люди жить. Ну вот мы дошли до культурной части, для ухоженных дорожек, скамеечек. Кафе. Прекрасная надпись. Я думаю, что там все-таки парковка, раз там кафе. Да. На самом деле прогуляться минут 15-20 мы шли по лесу. Нет никого. Просто, чтобы было понятно, нет вообще ни души. То есть мы прекрасно понимаем, что в сезонное время, летнее или, может быть, даже зимнее, здесь должны быть толпы экскурсантов. Но хочется надеяться, что все это, как и в советские времена, продолжает берегаться. Это музей-заповедник. Вот дорожки, кстати, кто обратил внимание, они почищены. Прямо перед нами на заднем фоне был слышно трактор. Он с утра ездил и все вот эти подходы щеточками старательно убирал листву опавшую, какой-то мусор. Вот впереди оградка уже имение. Это, собственно, наверное, какой-то сад подсаженный. Небольшая беседочка летняя. Странное ощущение, когда нет никого. Реально, как на съемках фильмов. Ты когда смотришь художественный фильм, где там Пушкин в одиночестве гуляет по своей деревеньке, думаешь, как они этого добились? А вот так, вот снимали в такое время. Для съемок. Да понятное дело, это я утрирую, конечно. Вот. Пойдем на мостик. Пушкинские горы. Горушки, горочки. Смотрите, как тут все убрано, листики собраны. Пруд. Неплохо
тоже облагорожен берега. Дерновый диван. То есть на этом диванчике и жили. И байки травили друг другу себе. А вот там у нас погреб какой-то, походу. Мостик закрыт? Ну, значит, пошли в обход. Убедительная просьба. За ограждение не заходить. Грот. Божечки, ничего не помню. Это грот. Судя по срезу спилу этого дерева, очень даже могу быть ровесником. Он, наверное, никогда не открывался. Построен в 1981. Попробуем заглянуть внутрь, но я думаю, что ничего мы не увидим. Да и так не видно. Приближаемся мы к центральной усадьбе. Здесь вот сад. Там вот человек, но судя по всему охранник. И дворик, собственно, усадьбы. Вот так жили люди богатые. Люди здание колонии для престарелых литераторов. Скучный зал. Ну, то есть барский дом, подсобное хозяйство, баньки, что-нибудь религиозного содержания, кузница. Сейчас на ту сторону подойдем, смотрим на вид с горочки. Банька. Ну что, бояре, барыни не парятся. Мельница. Сколько мы по странам и весим смотрим на разные дошедшие до нас памятники, исторические здания, там всякие усадьбы и замки. Каждый раз задашь себя вопросом: ну здорово, ну вот были там Ганнибалы и Керны и другие знатные особы, вот так. Это были их земли. Не забываем, у них у всех были слуги. А как жили их слуги? То есть вот просыпались барышни-крестьяночки с утра. Чем они занимались? Вот это все усадьба. Это все Михайловская. Безусловно, очень красиво. Невозможно сейчас сказать по зелени, что было во времена Пушкина, потому что явно вот эти вот деревья, они молодые, ну, 70 лет максимум. Может, даже послевоенные посажены. Вот еще раз, это место, оно восстановлено. То есть с тех времен были только вот остались, дошли до нас, собственно, холмы, горы. Красиво. Тихо, спокойно. Это очень-очень вдалеке шумит дорога. Но в сравнении с любым городом, конечно, уютно в любое время года.
Хотя опять-таки могу себе представить, что сейчас начнется проливной дождь. И все, ты забираешься в дом. Ох. Мы поднялись на вершину холма, где стоит имение. Отсюда, конечно, очень красивый вид открывается. В эту сторону. Озеро. С той стороны. Все из прежнего осталось только холм. Все остальное это постройки современные. Там чертежам, книгам. Все восстановлено. Красиво, хорошо. Мы что-то посмотрели, подумали, решили в усадьбу не идти. Вторая группа, 2 группы уже, прикиньте. Видели кухню? Видели? Насчет оградки, я, кстати, не знаю, была оградка в те времена, от кого ограждаться, тут никого рядом не было. Домик второй половины 19-го. Еще немножко пейзажа Михайловского. Здесь появились люди, ходят экскурсии. Видать, мы просто очень рано приехали, они откуда-то едут там, оба, к примеру, это до 1,5. Вот мостик красивенький. Усадьба осталась вот там. Вот, не там, где вот эти зеленые. Вот это, кстати, туалет. Это вот такое стилизованное, знаете, это туалет. Показательно, это здорово, на самом деле, что он есть, хороший, цивилизованный. Мы тут краем уха слышим тех длинных экскурсоводов. У каждого совершенно свой написанный текст экскурсии, каждый о своем рассказывает. И, в основном в природе, потому что есть уточки, аисты, цапли. Вот, кстати, цапли стоят. Вот стоят цапли. Не улетели еще. Тоже вопросом, которым мы задаемся, как вопрос риторический, как бы ответ всем ясен, что семья, допустим, даже там из 5-10 человек со всеми чадами и домочадцами, как говорят, то вот они на такой огромной территории делают. А вот нам не понять, а, наверное, появлением больших возможностей у тебя появляются большие потребности. Просто нам кажется, что эти потребности преувеличены, но ничего они не преувеличены. Да, хочется им, чтобы у них был отдельный домик-курятник, отдельный домик для прислуги, отдельный домик для игры, не знаю, бильярд, отдельный домик для детей, летняя беседка. Хочется им выйти сюда, сесть на скамеечку и смотреть на плавающих уток. Бы нет. Или хозяйки имения раз в неделю посадить цветочки. В остальное время, разумеется, этим будет заниматься садовник. А вот она придет и срежет пару тюльпанчиков.
Ну и вот такое развлечение. Каменная скамеечка. Какие доходы у людей на все такое? Спросите вы. Аряне, не только на Руси, а в многих странах мира, имели доход от своих земель и от того, что на землях производилось. То есть это мы думаем, что вот они тут только на дачке жили. А у них были поля, и поля засеивались, у них мог быть скот, у них были живые души крестьян, которые все это обрабатывали, урожай продавали, сдавали, обменивались. О, вон, кстати, парковка, Лен. Вон автобусы стоят. Вот могли прийти. А я уже что-то убрал, держу в руках. И вот это мы как бы за территорией усадьбы, но как бы еще в заповеднике. Это потому что здесь можно заказать себе покушать. Ути, кря-кря-кря. Приучили подкармливать. Какие? А, вот там еще группа людей идет оттуда. А с другой стороны, вот это остров уединения. Имение даже по современным масштабам большое. Не скажу огромное, это, конечно, не царский дворец. Вот, слышно, как вода шумит, стекает. И там тоже уточки. С 19 века, ну то есть это уже после Пушкина. Времена, но... Потому что, господи, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, вам плохо? Вы так прилегли в такой странной позе. Вы ждете, пока вас посетит муза. Локоточек не затек. Кучеряшку ему потереть? Да я думаю, что да. Конечно, потереть кучеряшечку. Хорошее изображение. Такое простое, народное, не вычурное. Это вам не Микушин с Эпикушиным. Не знаю. Быстрее, пока люди не подошли. Это Святогорский монастырь, где могила Пушкина находится. Все изменилось. Не было вот этих лавок в мою бытность здесь, 30 с копейками лет назад. Не было вот такого вот облагораживания дорожек. Все обтуристилось. А жили мы вот здесь вот в кельях. В этом корпусе. У кельи там комнаты обычные. Вот. Можно посмотреть, здесь есть карта. Объекты культурного наследия, подлежащие ремонту. Вот там могила Пушкина наверху, там, собственно, сам монастырь. Успенский собор. Звонится отдельно. Офигеть. Вот оттуда мы вошли, поднялись наверх к монастырю. И это могила Александра Сергеевича. Цветов-то. Угу. Сейчас смотри, розы прям. Здесь же
могила кладбища Ганнибала. Надежды Иосифовны Пушкиной и Сергея Львовича Пушкина, брат поэта, младенец Платон Пушкин. И вот такой вид. Ну, не обращайте внимания на ремонт. На самом деле хорошо, что делают ремонт. Поддерживают вид. Вот такой открывается вид. Пушкинские горы. Монастырь на горах. Думаю, что этот монастырь не служил фортификацией, а изначально был культовым сооружением. Могу ошибаться. Возможно, здесь кто-то с кем-то воевал, что-то завоевывал, но вот он на такой вот горушке. Это поселок, Пушкинские горы, поселок сельгасского типа, наверное. Странно, там колокольня звонится тоже есть. Может быть, временно перенесли, а может, та более какая-нибудь современная, продвинутая. И сейчас мы находимся во второй место достопримечательности усадьба Тригорская. Здесь жили Осиповы и Вульфы, друзья Александра Сергеевича. Он к ним, разумеется, хаживал. Немножко по-другому выглядит территория, в отличие от Михайловска во всех отношениях. Здесь другого типа поместья, другие дорожки. Мы сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Здесь тоже все восстановлено, не оригинальные все эти строения, но само по себе представляет достопримечательность. Фруктовый сад. Вот там вот церковочка вдалеке. Тут сейчас не очень много народа. Мы видели сюда направляющиеся туристические автобусы. Обычный маршрут включает в себя все три, я бы сказал, 4 местоположения. То есть мы вот побывали в Михайловском, побывали в монастыре на могиле Александра Сергеевича, Тригорская и еще Петровская. Ну, обычно так и происходит, когда поместья разных помещиков, дворян находятся рядом друг с другом. Хочешь, не хочешь, они контактируют, ходят друг к другу в гости, как-то там обмениваются чем-то. Ну, значит, со скуки, с грусти, печали немножечко любо двинешь. Обычное дело. Это непосредственно усадьба. Простое внешнее строение, но понятно, что вот даже вот по знаечкам смотреть, 1, 2, 3, 4, 5, 6 комнат в длину. Просто как бы, ну, не заморачивались с разными флигелечками. Куда мы пришли? Прудик перед усадьбой. И все это дело опять на холмах, на горах. Мы подойдем туда, к промке. Одна речка течет тоже внизу, да, будет видно. Мы сначала думали, что это все выглядит подешевле. Ну, типа, не такие зажиточные люди. Но на самом деле территория это огромная. И просто у них другой подход, другой немножко уклад жизни был.
Вот обрыв, берег реки. Как говорится, первая линия с выходом к воде. Вот с этой стороны усадьба. То есть даже простой, деревенский дом построен с каким-то вот этим какой-то потенцией на классический стиль, колонны. Не пойдем туда? Там, Давай зайдем там. Пойдем там за денежки, экскурсия. Давай зайдем, да. Нет, нельзя без экскурсии. Ну, ты можешь спросить. Оставайтесь с нами, узнаем, зайдем мы в дом без экскурсии или нет. Зашли мы в этот музей. 250 рублей без экскурсии. 450, по-моему, с экскурсией. Мы были единственными посетителями на 6 смотрителей, которые в доме. Это дом-музей. То есть оригинальный дом не сохранился. Это воссозданный в 60-х годах прошлого века дом на фундаменте. По фотографиям, рисункам, воспоминаниям. И он изначально воссоздавался как литературный музей, посвященный памяти Пушкина. Поэтому это не копия того дома, в котором, люди жили. Исторических, как тут написано было, аутентичных предметов буквально пальцем перебрать. Просто передается атмосфера. Просто нам рассказывают о том, Пушкин здесь бывал в гостях. В этой комнате играл с детьми, в той комнате жила дочка, здесь жил хозяин. Мы ходили сами. Нам выдали на руки книжечку. Специально не снимал внутри, честно вам скажу. Кто хочет, может сходить, кто хочет, может посмотреть в интернете. Но ладно, не буду высказываться вслух. На мой взгляд, это немножечко преувеличено. Вот не стоит времени, потраченное на этот музей. Но это на мой взгляд. Вот фотографии, где на стенах и пару предметов мебели не передают ту атмосферу, которая была там. Но еще раз повторю, у каждого стоит мнение. Еще раз горы, овраги. Достопримечательности. Древний курган раскопан сыном поэта. Здесь вам не хухры-мухры по поводу корней. Вот здесь древние курганы. Вот там вот мостики красивые. Сейчас уже выходим к озеру. Сегодня мы в Петровском. А машину мы вынуждены оставить вот там. Видите, там вот шлагбаум. А усадьба Каннибалов расположена в самом сердце поселения Петровское. И на территорию заезжают местные жители, экскурсионные автобусы и те, кто как-то там договаривается. Честно говоря, мы даже не знаем как. У кого есть пропуск, да. На самом деле пишут везде, что есть платная парковка, но вот, честно говоря, мы не знаем, кому платить. На входе стоит охранник и никого не пускает вообще, от слова совсем. Такая же ситуация была у нас вчера в Тригорском. Там идти не очень далеко, здесь чуть подальше. Еще раз, мы не плачем, все понятно. Но непонятно. Почему не сделать какую-нибудь, допустим, пересадочную там парковку, люди бы там высаживались, а дальше
по-человечески их там, ну, подвозили. Не знаю. Ну, как-то немножко странно. Да, в плюс 30 только идти, это было далеко. Вот. Вот на карте очень хорошо видно. Вот. Машинка. И сама усадьба. И вот поближе вы находитесь здесь, в Петровском. Здесь мы были, в Пушгарах мы тоже были. Так же, как в Михайловском, всю дорогу снимать не буду. Сегодня распогодилось, хотя с утра моросил дождик. Ну как распогодилось? Да, сегодня видно небо голубое. Погода для вот таких вот посещений парков и лесов на самом деле отличнейшая. Ну, за исключением того, что если нет дорожек, а есть такие тропинки лесные, они, конечно, немножечко разжиженные. Да, был утром дождик. Природа чудесная. С левой стороны у нас озеро. На другом берегу озера находится Михайловское. Мы его снимали с горы. Вот. Вот мы, собственно, заходим в Петровское. Летом здесь вот это прям зеленым ковром озеро видно через деревья. Здесь прямо стена стоит. А кемпинг с этой стороны, там с другой стороны был есть, то есть отсюда есть. Дорожки выложены. И Тригорская, и Петровская, оно больше для погулять. То есть, если в Михайловском есть, ну, достаточно много объектов, которые заходят там с экскурсиями, то есть подходят к разным домикам, к жилым, к разным постройкам, садик там показывают, мельницу, там Пушкинская деревня рядом. Здесь это вот природа. Вот там впереди уже видна усадьба. А Петровская состоит из 3 строений. Это мы подготовили вчера. Это дом прадеда Александра Сергеевича, всем известного араба Петра Великого. Рядом с ним дом его брата, то есть двоюродного деда Александра Сергеевича. И это вот желтое строение, сейчас оно используется службами парка. Там были подсобные помещения. Ну, то есть 2 здания. Беседочка в парке. А с правой стороны дома жителей. То есть здесь, в отличие от Михайловской, которая расположена в отдалении, Петровская, усадьба Петровская была внутри деревни. Ну, то есть как внутри? Ну, просто частью деревни. Ну, просто жили крестьяне, а с ними жил барин. Давайте называть вещи своими именами. Мы привыкли так, дворяне приехали в свой летний домик. Да нифига. Дворяне помещики. И как про Тригорское мы слышали, что его даровали в подарок, да? Ну, то есть это денежный удел, земляной удел, который в виде подарка, компенсации наследства получает человек земного сословия. Он может жить в Петербурге, получать с этого какой-то доход. Может жить круглогодично здесь, он может приезжать сюда. Я про это говорил, когда рассказывал про Михайловское. Здесь можно зарабатывать деньги на сельскохозяйственных угодьях. Здесь можно открывать какую-то мануфактуру, ну, то есть производство небольшое, что бы там ни было. Шить, вязать. Что еще в городах потребуется. Вот. И на это жить, ну, плюс есть какое-то там пособие за заслуги от государства бывает. Там уже Ганнибалу оно платилось до времени его опалы. Так что как бы сторона противоположной красивой жизни всегда имеется. Вот. Это деревенька, здесь живут местные жители, ну, обычная российская деревня, поселок. И там вот уже вход. Вот мы подошли вплотную. Сегодня воскресенье, 12 часов дня.
Не сезон, ноябрь. Но в любом случае вы видите, что нет местных жителей, тишина полнейшая. Но нет и экскурсантов, нет гостей. Это крайне удивительно. Потому что в Тригорском вчера во второй половине дня появились люди, в Михайловском где-то часов в 11 появились, да, люди? Ну, сейчас нырнем внутрь, посмотрим. Ну, я понимаю части как бы людей, кстати, вот тут люди живут, вот сюда мы подъезжали экскурсионный автобус, это все понятно, ну, наверняка же есть какой-то путь. Ну, труднее сказать, сколько этим елям лет, но хочется верить, что несколько сотен. Пойдем с... А, ты фотографировать? Давайте посмотрим на дом посередине. Это усадьба прадеда Ивана Петровича. Господи, ты уже совсем Александр Сергеевич Пушкин. Уже. Разумеется, Пушкин здесь бывал. Надо, кстати, посмотреть, а каким... Да, вот здесь проходил. Да. Каким образом он получил, что было первым, Петровская или Михайловская? Ну, то есть понятно, что это прадед Пушкина, и что Пушкин здесь уже как бы все готовенькое Михайловская приехал. Вот откуда там это имение. А вот второй домик, видит, это двоюродного деда Александра Сергеевича, он построен чуть позже. Еще раз, нет, не так. То, что он сам его проектировал, да. Еще раз, здесь нет оригинальных строений. Максимум, что здесь может быть, это оригинальные фундаменты, сохранившиеся, на месте которых были сделаны реплики, репродукции. Вот тут тоже же какой-то... Лен, а вот смотри, это тоже же фундамент. Подойдем, там есть табличка. Конюшенная. То есть конюшенную устанавливать не стали. Как нам сказали вчера, мы вчера на выходе из домика в Тригорском, литературного музея, вот этого длинного здания, такого невзрачного, поинтересовались, собственно, а где была детская, где были удобства, потому что дом, где кухня, где туалеты, ванны, потому что дом стоял, сгорел он в 18 году, в 1918 году, то есть, извините, уже была канализация, водопровод. Мы внутрь не пойдем, не посмотрели, что там. Там выставка. Там несколько оригинальных предметов, которые относят нас к той эпохе, для того, чтобы мы прочувствовали, как жили люди. И несколько комнат, в которых нам дают прочувствовать дух. Мы очень хорошо чувствуем дух в парке. Людская, да. Ну, то есть вот тут был обслуживающий персонал. Если кому-то интересно, то что я не смотрю, если кому-то интересно, можете посмотреть, порыскать в интернете, наверняка где-нибудь написано, сколько, собственно, человек прислуги, обслуги были в таких вот усадьбах. Ну, по нашему скромному предположению, да неизвестно. Не, ну, есть минимальный садовник, дворник, домохозяйка какая-то там. Тому домику тогда. Конюх, потому что у всех были лошади, и, разумеется, бояре, дворяне сами не занимались такими делами. Да, кстати, чем еще знамениты все эти три деревни, что сюда приезжали разные друзья Александра Сергеевича, в том числе и в годы его ссылки плодотворные. Да, подойдем, посмотрим. И
Это мы узнаем из их воспоминаний, из записей самого Пушкина, из стихов. И опять-таки, ну, разумеется, Пушкин в своих произведениях прописывал те места, которые он видел, с которыми был знаком, тех людей, которых он знал. Не случайно про Тригорское говорят, что это поместье Лариных. Ну, то есть, как бы ни для кого не секрет, что Евгений Онегин и сестры были прописаны с домочадцев Тригорского. Вот второй домик, очень интересный. Он двухэтажный, но проход на второй этаж через улицу. Да, Ганнибал. Это как он теоретически бы выглядел, потому что жизненных портретов практически нет. Есть какие-то предположения или уже какие-то после смерти его изображения. Дом-музей Абрама Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина. Восстановлен в 2001 году. В 2001 году восстановлен. То есть он самый новый проект на территории. Вот видите, вход со второго этажа. Там 3 комнаты на втором этаже. А если мы обойдем вокруг, то видим, что вот здесь вот у нас первый этаж, помещение первого этажа, вот второй мансардочка тянется вокруг. Здание на самом деле небольшое. Проектировано было непосредственно самим Ганнибалом. Вот первый этаж, спуск, вторая лестница, подъем, спуск. Одна комната внизу, там сейчас небольшая экспозиция находится. Здание симпатичное, красивое, новое. На самом деле приятно на нее смотреть. Вот, и вот там вот вдалеке есть еще одно здание, на подсолнухе пруд. Пруд технически, как написано на карте. На той стороне, кстати, живут люди. Там деревня Петровская подходит вплотную. Как люди получили там участки, не совсем понятно. Но, наверное, в советские времена каким-то образом их выдавали. И можно было селиться вплотную к музею-заповеднику. Вот пруд красивый, чистый. Прям представляешь, как к нему на лодочках плавали, купались. Мы видим, что листики все красиво ухожены, сложены. Вот, кстати, вокруг дерева такая оградка. Это, как правило, показатель того, что одно из старых деревьев. Вот там у нас стоит очередная табличка. Давайте посмотрим, что на ней написано. Баня. Банька. Ну, почему бы нет? Вот дом. Вот этот пруд, возле которого мы были. И вот тут вот барская баня. Фундамент ее, вероятно, даже камни еще те исторические. Ничто про это не рассказывает, но вот так. Мы все представляем, как попарились там, посидели опять, посплетничали, какие-то новые идеи обсудили, как они это делали в Тригорском, к примеру, и в пруд нырнули. Ну что, бояре, барыни, они что, не люди, что ли? Деревья здесь, ну, наверное, 150-200 лет, наверное, им есть. Я не очень разбираюсь, так сказать, в сортах деревьев. Но кажется, что все-таки это дерево достаточно старое. Не могу точно сказать, может быть, и ровесник Александра Сергеевича. Но за 100 точно. Аллейки прямые, чистые. Видите, здесь листики тоже собраны вокруг, дорожки подметены. Здесь тоже ездил этот тракторок, который мы видели в Михайловском. Ну, может, не тот же самый, но, в принципе, здесь все убирается. И вот мы сейчас выйдем на центральную аллею. Видите, тут не убирали листики, остались они, вероятно, в фруктовом саду, чтобы было какое-то удобрение. По чистым дорожкам выйдем на круг. Такая площадь в виде круга. Знаете, чего мне не хватает здесь? Мне не хватает скамеечек, мне не хватает таких мест уединения, некого такого интима, скажем так, вот
такой романтик. Летом тут вот сеют какие-то, наверное, однолетние. Вот тут бы скамеечки прям вписывались бы. Вот прям чудно. И в целом все какое-то высокое. Кустарника такого, цветника нет. Но еще раз, возможно, вот тут вот засевают что-то. Там, где темные следы остались. Огромная площадь. Все открыто, открытое пространство. Трудно сказать, было ли точно так же 200 лет назад, но, по крайней мере, выглядит все очень, очень симпотно. И вот там впереди у нас берег озера, какая-то беседка, мы сейчас с ней дойдем. Вот дорожки у нас вправо-влево тоже отходят. Прям видно, что вдоль дорожек нет листвы, или сдували ее, или корабликами убирали, камушками, есть ливневочка с правой стороны, чтобы вода стекала. Добротно сделано. Я так понимаю, что пришло еще из советских времен. Есть молодые деревья, которые подсаживают, чтобы сохранить какой-то общий вид этого парка. Вот барский дом. Еще одна аллейка. Прямые, ровные. Ряды деревьев тоже старых. Там вот какой-то тоже небольшой круг. Опять-таки напрашиваются там скамеечки, беседочки. Ну, что-то такое, где можно унылому путнику посидеть. Мы приближаемся к озеру. На другой стороне, на другом берегу озера Михайловское. Мы тут с супругой обсуждали, что историю умалчивает, а может не умалчивает, может мы просто нигде при этом не читали. Ведь можно было на плавсредствах в гости приезжать не на лошадках, не пешочком, а на каком-то плотике, лодочке. Не могу точно сказать, греб ли сам Александр Сергеевич, но почему бы нет. Вот, это грот, тоже восстановленный тоже недавно, относительно лет 20 назад, беседка грот. Поднимемся сейчас наверх, посмотрим, как все это выглядит. Красиво все сделано. Уже требует небольшого ремонта. Дерево такое недолговечное. Вот видите озеро. Вот там вот Михайловское вдалеке. Кстати, нет такого вот прям облагороженного спуска к воде. Наверное, во времена Александра Сергеевича здесь как-то по-другому тоже все это выглядело. Может, озеро было более полноводным, шире. А вот это аллейка, с которой мы пришли. Все прямой, такой французский стиль, открытый. И последний участок этого усадебного хозяйства, этого парка с садами. Огромное пространство. Вот там вот уже граница этой стороны. То есть на самом деле минут за 20 можно обойти весь участок, будем называть это так. Садово-паркового хозяйства, приусадебный участок. Здесь вот тоже какая-то площадь. Может, в советские времена что-то здесь и стояло, потом не посчитали нужным поддерживать, убрали. Сложно. Я не помню, если честно, с предыдущих посещений. Давно это было. Там вот усадьба. Деревья очень такие живучие здесь, в этих краях. Несколько раз
Здесь налетали достаточно сильные ураганы. Видите, вот дерево сверху обломано, но оно не сдалось. Верхушка уже умерла, ее сломало, но вот оно вниз дерева как бы опустилось, веточки опять продолжают дальше жить, несмотря на то, что сам ствол старый уже не существует наверху. И тут много таких деревьев, очень живучие, очень большие пространства, ничем не засеянные. Вот, кстати, еще один фруктовый сад, яблоньки, судя по всему. Яблони, вишни, сливы. В большом количестве, скорее всего, тоже для какого-то товарообмена, может быть, с крестьянами, может, в город отвозили, варенье там делали. Сами, не сами, тут тоже сложно сказать. Но с той стороны тоже сад. Вот оттуда мы пришли, там даже люди какие-то появились. И последняя беседочка здесь. На этом все.